Любовь и мечты, страсть к делу своей жизни – таким предстал фильм «Ла Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазела в 2016 году. Вскоре после выхода кинокартине удалось произвести настоящий фурор. Фильм схватил целых 6 статуэток «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру, лучшую песню к фильму и лучший саундтрек, написанный Джастином Гурвицем. Этого следовало ожидать. Дуэт Шазел-Гурвиц уже зарекомендовал себя благодаря их работе над потрясающей музыкальной драмой «Whiplash» в русской адаптации «Одержимость». 5, 6, 7. 5, 10, 5, 4, 5. Убери музыку из мюзикла, и фильма не останется. Звучит логично, не так ли? Широкая публика именно поэтому обычно и не любит мюзиклы. В них люди обычно слишком много поют, что не складывается с картиной мира, которую привыкли видеть люди в свои серые однотипные будни. А иногда песни настолько слащавые и неправдоподобные, что начинает тошнить от приторности. Для меня, пожалуй, «Ла Ла Ленд» — это исключение из этого правила. Этот фильм просто не мог обойтись без песен. Сейчас спою. Музыка здесь помогает героям путешествовать по мирам их мечт, часто подчеркивая моменты подъема и вдохновения, присущего творческим людям даже в несколько меланхоличные периоды жизни. Музыка сопровождает героев, пока они влюбляются, разбивают друг другу сердца, устраиваются на работу, бросают ее, ссорятся, мирятся и даже окончательно расстаются. Там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык. «Музыка», — говорил русский композитор Петр Ильич Чайковский. Настроение картины меняется вместе со сменой палитры эмоций главных героев, вместе со сменой времени года, что отбивается каждый раз в самом фильме титром, и даже со сменой дня и ночи. Сразу скажу, не нужно быть музыкантом, чтобы понять, как работает эта музыка. Достаточно просто прислушаться, и я помогу вам в этом. Сегодня мы разбираем фильм «Ла Ла Ленд». От вас потребуется только лайк и подписка. Договорились? No, I've not watched La La Land 4 times. Картину открывает яркая и энергичная композиция «Another Day of Sun». Еще один солнечный день. Эта песня словно бросает нас в центр вечно теплого Лос-Анджелеса, где мечты и надежды будто висят в воздухе. Люди застряли в пробке. Абсолютно стандартная ситуация, которая, однако, позволяет нас окунуть в атмосферу солнечного Лос-Анджелеса с такими разными его жителями, мечтающими, согласно тексту песни, вскарабкаться на образную вершину, вероятно, на голливудские холмы, где их ждет слава, успех и счастье. И это очень даже перекликается с основной темой фильма. Стремление к своей мечте, желание не сдаваться, несмотря ни на какие трудности. Во время первого длинного плана камеры, еще до вступления первых аккордов, мы можем почувствовать, насколько многонациональным представляет этот мегаполис режиссер. Из одной машины звучит увертюра 1812 Чайковского, из другой — «Сиридеста инсьель Лаурора» Верди. Прислушавшись, можно даже различить песню из первой режиссерской работы Шазела, черно-белого фильма «Гай и Мэдлин на скамейке в парке». Слова вступительной песни объединяют толпу общей мыслью, а зажигательный ритм латино подстегивает двигать телом в такт. Аккордовую последовательность 6, 7, 1 в миноре композитор также использует в средней части песни City of Stars, о которой я расскажу чуть позже. Можно сказать, что это хук этого саундтрека, то, что повторяется много раз на протяжении полотна и остается в голове после просмотра. Неожиданное, но, впрочем, логичное завершение песни телепортирует водителей и пассажиров в реальный мир. Она знакомит с главными героями. Девушкой Мией, начинающей актрисой, которую мы застали в машине перед ответственным прослушиванием, и Себастином, джазовым пианистом, который не умер в конце «Ла Ла Ленда». Он переслушивает запись Телониуса Монка на магнитоле. Это частая практика для играющих музыкантов — снимать на слух соло великих джазменов. В данном случае это была импровизация на японскую народную песню из репертуара Монка. Тем временем Мия терпит фиаско на актерских пробах. Это фиаско, братан!
Для того, чтобы ее подбодрить, подружки собирают героиню на дорогую вечеринку, где-то там, на голливудских холмах. Они поют о том, как бы здорово было найти кого-то богатого и успешного в толпе. Куплет же Мии скорее отражает то, каково ощущать себя гоголевским маленьким человеком. Проходя мимо ресторана, Мия знакомит зрителя с одной из главных музыкальных тем фильма, которую можно назвать лейтмотивом отношений Мии и Себастьяна, а себя впервые знакомит с Гослингом. Система лейтмотивов в нынешнее время – это довольно частая музыкальная практика, которую популяризировал немецкий композитор 19 века Рихард Вагнер. Пусть и сам термин начали использовать только незадолго до его смерти по отношению к его поздним операм, в частности к циклу «Кольцо Нибелунга». Суть системы заключается в том, что каждому персонажу важной эмоцией фильма, а иногда даже локации, присваивается своя уникальная тема, ведущий мотив, появление которого составляет основной краткий музыкальный образ героя или действия. Эта музыкальная идея может быть представлена в виде короткой мелодии, или, например, в виде ритмического рисунка, как тема Дарта Вейдера из «Звездных войн». Интересен контекст. Владелец ресторана запретил играть герою Гослинга джазовую музыку для его гостей. Так как действие разворачивается накануне Рождества, ему хотелось бы слышать праздничные тематические песни на фоне. Мне не совсем понятно, почему нельзя было сочинить или симпровизировать джазовую рождественскую аранжировку, как мы делаем с нашей командой Jazz Break. Послушайте в описании. Вообще, в фильме довольно заметно затрагивается проблема исчезновения джаза как музыкального жанра, с абсолютно надуманным противостоянием популярной электронной музыки и джаза. Вот только если герой не застрял головой во временах Чарли Паркера и Монка, уже много лет как джаз и популярная музыка находятся в постоянном пересечении. Раньше это были песни, например, Фрэнка Синатры, которые, можно сказать, были смешением популярной музыки и джаза. Сейчас вы можете послушать того же Джейкоба Кольера. Он находит грань между тем, чтобы оставаться популярным и писать действительно талантливый джаз. Любые фьюжн-группы и исполнители, все они в какой-то мере выросли под влиянием традиционного джаза, используют популярные лики, музыкальные фразы или мотивы, которые наиболее часто используются в импровизациях. Они используют в том числе те же ритмы, те же инструменты, да и я уверен, что почти любой джазовый музыкант начинал свой путь именно с традиционного джаза, со стандартов. Просто в какой-то момент он делает выбор, двигаться ему дальше в сторону более современного звучания или оставаться консерватором. И оба варианта одинаково широко представлены на современной сцене. Что уж говорить, даже на концертах Сабрины Карпентер многие интерлюдии, переходы между песнями, исполнены в стиле классического биг-бенда. Так что джаз сейчас звучит по всему миру. Просто для каждого стиля есть своя публика. И мне не совсем понятно, почему якобы такой профессиональный пианист, как Себастьян, не может вдохновить себя писать музыку по заказу. Тем более, что ему за это платят. Именно это чувство «все равно на всех буду делать то, что я люблю» и притянуло Мию к бару, а позже и к самому пианисту. И пусть их первое знакомство явно не задалось, тема этих двух героев еще не раз вернется на протяжении картины, озаряя своей гармонической прозрачностью и мелодической выразительностью каждый этап их жизни. Весна в фильме приходит под музыку группы Аха с их самой известной песней «Take on Me». Сопровождающую фешенебельную голливудскую вечеринку. Сразу после нас встречает первый дуэт, снятый в момент золотого часа на парковке. Авторы здесь визуально и музыкально отдают дань уважения известнейшим мюзиклам, наряду с «Поющие под дождем» 1952 года и французским фильмом «Шербургские зонтики» с музыкой Мишеля Леграна и Катрин Денёв в главной роли. В голове Себастьяна зарождается вторая главная тема – City of Stars – город звезд.
Вначале она ощущается более личной для героя, он исполняет ее сам, делясь своими эмоциями только разве что с прохожими на причале. В ходе развития отношений к Себастьяну присоединяется Мия. Они исполняют потрясающий камерный дуэт, съехавшись вместе. Помимо всех песен в фильме, Райан Гослинг вживую исполнил партию фортепиано в домашней версии этой песни. Он хотел, чтобы сцена выглядела максимально натурально и реалистично. Впрочем, ему не пришлось изучать музыку с нуля. Он долгое время участвует в рок-группе и поет с самого детства. Однако, чтобы сцена удалась, актеру, как он сам признался, пришлось заниматься по несколько часов в день на протяжении 3 месяцев. Действительно полное погружение в работу. Уважаю. Ощущение свинга, легкого тривольного покачивания 8-х нот, которое повсеместно используется в джазе, совмещенное с арпеджио джазовых септаккордов, придает песне движение и легкой непредсказуемости. Использование достаточно широких расположений аккордов и дополнительный тембр, который дает педаль фортепиано, добавляет фактуре воздушности и в какой-то мере диснеевской сказочности. Как и многие песни, она не начинается с тонического аккорда. Тоника — это главная ступень лада, в которую тяготеют все остальные ступени. В данном случае это субдоминантовая функция, которая, впрочем, совершенно не чувствуется таковой, хотя мы и не можем полноценно анализировать музыкальный отрывок, рассматривая только несколько тактов. Ведь одни и те же аккорды встречаются в разных тональностях и имеют разные функции. Те, кто владеет фортепиано или любым другим инструментом, советую поиграть City of Stars. Играется довольно легко, а звучит очень красиво. Так же, как и с темой любви, грамотное использование одних и тех же мелодий Гурвицем каждый раз передавало разные эмоции, несмотря на то, что сама музыка и исполнение редко менялись. Если в первый раз тема главных героев описывала чувство легкой влюбленности, перемешанной с меланхоличной, но, впрочем, приятной неопределенностью, то последнее ее использование — это тема неслучившейся любви, которая показывает, как могла бы сложиться судьба Мии и Себастьяна, если бы их пути не разошлись. Можно сказать, параллельная вселенная. Это последнее напоминание об их первой встрече, лейтмотив, который, вероятно, больше никогда не прозвучит для них. Оба героя в конце фильма уже стали на ноги и достигли своих собственных голливудских вершин. Все это было для того, чтобы пройти тот этап жизни, который и называется «Ла Ла Лэндом». Оставьте комментарий и укажите в нем, какая из сцен фильма вам больше всего запомнилась и какая песня из «Ла Ла Лэнда» ваша любимая. Мне остается только лишь поблагодарить вас за просмотр и подписку. С вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания.